Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран очень рад, когда Миран называет его отцом, и на мгновение удивляется тому, что произошло. Когда Миран много раз говорит «отец», он понимает, что это не сон, а реальность, и принимает его как своего сына льва. Миран также показывает свою любовь, говоря «я мой отец лев». Когда Дилан пришел в особняк и сказал Берану: «Как видите, мы успешно завершили еще одну миссию», Беран сказал: «Это была лучшая миссия в мире. Он подарил мне самое лучшее счастье», он сказал: «Папа, я не буду волноваться, даже если умру. Я не мог спать от радости до утра. Я всегда слышу, как мой сын говорит «отец», когда Дилан спрашивает «Хейф». Я действительно стал отцом. Я хочу крепко его обнять», говорит он. Когда Беран собирается поцеловать Дилана, Дилан спрашивает: «Дверь заперта. Миран может войти». С этого момента нам следует быть более осторожными. Беран пытается запереть дверь, и когда Дилан встает позади него, Баран спрашивает: «Почему ты встал?». Затем они обнимают Дилана и подходят ближе. Берфин Хаджер вспоминает моменты, когда она была в сложной ситуации перед дамами и говорила им: «Я люблю Акиф, мы любим друг друга». В этот момент госпожа Хаджер и Тарик послали Джейду и спросили Берфин, как она могла это сделать. Они спросили ее, что я сделала. Мне это понравилось. Когда она сказала, что это преступление, госпожа Хаджер дает Берфин пощечину, говоря: «Это было преступление». Пока Тарик потрясен, когда Берфин хочет уйти, госпожа Хаджер мешает ему и спрашивает: «Как вы собираетесь схватить этого человека? Разве он не допросит вас? Разве он не узнает, что вы убийца? Не любишь нас, ты не сожжешь нас всех, если ты собираешься сжечь, то ты единственный, кто сгорит. Берфин, я тебя очень люблю, но у меня нет сил идти против своей семьи, ты самое прекрасное, что есть в моей жизни, но я не имею права на красоту, поэтому расстраиваюсь и плачу». Агус предупреждает его, что если что-нибудь случится с его женой в тюрьме, вам следует пойти прямо к Барану Карабею и сообщить имя Хаджера Карабея кому-либо еще. Пока жена Агуза подходит к двери особняка и задается вопросом, что произойдет, она вспоминает разговор с Агузом. Пока Баран разговаривает с Акифом, чтобы узнать, есть ли какие-либо изменения в отношении Агуза, когда Дилан входит в комнату, Баран вешает трубку, говоря: «Мы поговорим, когда его телефон вернется». Когда Миран объясняет, что он взял господина Кудрета в плен, и они играли в мяч в саду, Баран говорит, что все эти люди ждали этого дня, пора быть благодарными, а не жаловаться. Дилан берет часы и говорит: «Время очень ценно для нас, и теперь, слава богу, оно работает счастливо». Пока Беран надевает часы, у Дилана звонит телефон, и ему сообщают, что готово несколько резюме для человека, который будет принят на работу в фонд. Дилан говорит, что строительство школы завершено, мы все решаем с директором, чтобы для детей все было как можно лучше, и говорит: «Давайте поменяем название школы, пусть это будет Ферат и Гуль Карабей, чтобы их имена будут жить». Когда Беран благодарит его, а затем просит совета у Метина, потому что он думает, что ему нужна еще одна встреча, учитель говорит ему, что есть кто-то специально для вас, и он должен немедленно связаться с вами. Когда упоминается имя Барана Нуреттина, Дилан спрашивает, новое ли оно, а Дилан спрашивает, не начинает ли он снова ревновать. Баран говорит: «Я не ревную, я ревную, ты спросишь того, кто наденет очки и пойдет следом. Мне точка». Пока Берфин расстроена и плачет, Берфин звонит. Берфин вытирает слезы и берет трубку. Акиф понимает печаль в ее голосе, и Берфин говорит: «Я немного приболел, это не имеет большого значения». Когда Акиф предлагает отвезти ее в больницу, Берфин говорит: «Моя мать и мой брат позаботились о ней. Можешь ли ты сказать сестре Айхан, что я не смогу приехать несколько дней?» Госпожа Айхан идет на кухню, чтобы приготовить ему суп и отправить его Акифу. Пока женщина, которую послал Агус, разговаривала с охраной у двери, госпожа Хаджер видит ее и спрашивает, что здесь происходит. Охрана говорит, что госпожа Хаджер хочет встретиться с Геном Бараном. Когда женщина входит и говорит: «Я тетя Хаджера Барана, вы можете поделиться со мной своими проблемами».
Женщина говорит: «Я девушка Нилая Агуза, если вы не хотите, чтобы я разговаривала с господином Бараном, вы это сделаете. Дай мне деньги, которые я хочу». Когда в это время Акиф приходит в особняк, Нилай спрашивает его, дома ли господин Баран, госпожа Хаджер, и отправляет Акифа, говоря, что она позаботится о нем. Затем, когда Нилай говорит: «Я не такой, как Агуз, если ты не дашь мне денег, я поговорю с Бараном», госпожа Хаджер отправляет Нилай сказать: «Заткнись и принеси деньги, когда я их найду». Когда Акиф видит Тугбу с принесенным им супом и хочет отправить его Берфину, Тугба говорит, что я ничего не знаю о своем пациенте. Пока господин Баран Кудрет и Тарик говорили о бизнесе, пришел Акиф, и Тарик сказал: «Мы говорили о бизнесе», и сказал что-то для вас. Баран приглашает его войти, говоря: «Давай, Акиф». Позиция Тарика удивляет и Барана, и господина Кудрета. Пока Тугба приносит Берфину суп, который принес Акиф, и спрашивает, что случилось, когда Дилан спрашивает, кто болен и что случилось, Берфин говорит, что она не чувствует себя больной, но чувствует себя плохо. Затем он говорит: «Я очень люблю Берфина Акифа, но с таким прошлым я не смогу построить счастливое будущее. Дилан показывает, что он рядом с тобой, чтобы ты мог поделиться со мной любыми проблемами, которые у тебя есть». Хулуси Толга звонит Дилану как кандидату в руководство и сообщает ему, что у него назначена встреча, а если нет, я вернусь к вам. Когда Баран говорит, что было бы лучше, если бы мы поговорили с Агузом, Акиф говорит, что его состояние критическое, и говорит, что странно, что вдруг так произошло. Когда господин Кудрет говорит, что никакого нападения или чего-то еще нет, Акиф говорит: «Я рассмотрю это и выясню, есть ли какие-либо другие проблемы». Тарик нервничает и выходит из комнаты, говоря, что если встреча окончена, мне следует уйти. Когда Баран спрашивает Акифа, были ли вы стариком напряжены, Акиф отвечает, что в этом нет ничего важного, так было с самого начала. Когда госпожа Хаджер звонит к себе Тареку и говорит, что подруга Агуза пришла и попросила денег, чтобы он молчал, Тарек говорит: «Откуда это взялось, Карабей с начеку, давайте дадим ему денег, чтобы он молчал, тогда посмотрим, когда все успокаиваются». Пока госпожа Азади готовит любимые вещи Мирана, приходит Джейда, и когда у нее появляются признаки беременности, госпожа Азади говорит, что она явно беременна. Дилан приходит к Барану, и они вместе начинают просматривать резюме. Дилан не может выбрать ни одно из резюме и сообщает Барану, что господин Хулуси, рекомендованный учителем Метина, придет завтра на встречу. Когда Баран видит, что Дилан напряжен, он массирует ему плечи и спрашивает, как поживает Дилан Акиф. Когда Баран говорит, что ничего нет, они с стариком немного нервничают. Баран говорит, что Акиф скрытен. Когда Дилан Берфин говорит это и спрашивает, есть ли у них проблема, Баран отвечает, что большие люди ее решат. Когда Дилан говорит, что если они не смогут решить проблему, Баран говорит, что тогда мы вмешаемся. Пока Баран говорит своим людям о том, что не желает ни малейшей небрежности, госпожа Хаджер выходит за дверь. Когда Баран спрашивает, есть ли проблемы, госпожа Хаджер отвечает, что ждет кого-то из своих знакомых. В этот момент приходит Нилай и говорит Барану, что вы, должно быть, Баран. Карабей говорит, что я работаю в учреждении по поддержке пожилых людей. Спасибо, госпожа Хаджер мне очень помогла, и они заходят внутрь. Барану эта женщина совершенно не нравится, и он чувствует в ней что-то странное. Пока Дилан и Миран обнимают друг друга и проявляют привязанность, входит Баран и говорит: «Я принес то, что они хотели». Когда я вижу, как они вот так обнимают друг друга, но ревную, Миран подбегает и обнимает их за ноги, говоря: «Папа». Когда Дилан достает свой бейдж, когда он говорит «твое имя» и задается вопросом, что означает имя Мирана, Баран и Дилан говорят: «Хороший человек, моего дедушку звали Миран Ага». Затем Баран берет его к себе на колени, подвешивает дверное украшение и говорит, что меня зовут Миран Карабей, что очень радует Барана и Дилана. Пока Джейда говорила о том, что ей совсем нехорошо, что если случится что-то плохое или я останусь без нее, раздался звонок в дверь, и госпожа Хаджер принесла ей мяту и лимон. Он уходит, говоря, что от этого ему станет легче, мы можем пойти завтра вместе и выяснить, в чем дело. Когда Джейда начинает задаваться вопросом, стоит ли ей пойти с матерью, Тарик пытается завоевать ее сердце, говоря: «Мне пора на работу, прояви понимание».
Когда Дилан и Баран приходят к ним в комнату и говорят о том, как мы теперь можем называть его Мираном, Баран говорит: я говорю, давайте добавим имя Чинар, ребенок почувствует себя лучше, ведь они уже 5 лет зовут его Чинар. Когда Дилан говорит, что ты очень хорошо подумала, Бэрон хочет ее обнять. В этот момент, когда приходит сообщение от господина Хулуси, Баран спрашивает, кто это неуместен, Дилан говорит, что господин Хулуси прислал мне свое резюме, я попросил его. Пока Берфин находится на кухне, к нему подходит Тарик и спрашивает, как он, говорит, кого это волнует. Тарик всегда говорит: мне не все равно. Когда Акиф говорит, что не прочитал мое сообщение, я чувствую, что есть что-то еще, госпожа Айхан говорит: не волнуйтесь, вы любители средней школы, оставьте девочку больной и дайте ей отдохнуть. Тарик, я тебя понимаю, но когда ты говоришь то, что ты хочешь, возможно, Берфин говорит: почему, брат, мне невозможно быть счастливым? Ты слишком много это видишь. Тебе тоже очень трудно вернуться к жизни после стольких событий. До сих пор я всегда стоял на краю жизни. Пытаться забыть то, что произошло в тот день, очень трудно. Наконец кто-то тронул мое сердце, он взял меня за руку и вернул к жизни, я впервые влюбилась в кого-то кроме тебя, я доверяла ему, я люблю Акиф, пожалуйста, прости меня. Тарик говорит, что ты не сделал ничего, чтобы прощать. Одна из вещей, которых я хочу больше всего в жизни, это видеть тебя счастливым, это твое решение, но если ты спросишь меня, тебе следует держаться подальше от Акифа. Берфин плачет, когда уходит. Пока господин Дилан Хулуси просматривал свое резюме, он показал его Барану и сказал, что он очень успешный и опытный человек, и сказал, что такого человека нельзя упустить. Дилан сказал: я надеюсь, что он гармоничный человек, как он написал. Когда Дилан спрашивает: ты будешь на встрече, верно, Бэрон говорит, что он не может развиваться, потому что у него работа в компании, а Дилан отвечает: мне бы хотелось, чтобы ты пришел. Бэрон говорит, что я уверен, что ты примешь правильное решение, ты и до этого проделал большую работу. И они делают ему комплименты и становятся очень близкими. Когда Бэрон выражает свое удивление по поводу того, что телефон не зазвонил и Миран не пришел, Дилан смеется над ним. Дилан принимает душ и выходит. Пока Бэрон сушит волосы, Дилан говорит: мы пережили столько боли, мы были разлучены, мы страдали, те дни уже позади, мы живем своим счастьем. Бэрон говорит: да. И говорит в уме: у нас все еще есть враг. Баран говорит, что мы не позволим никому испортить это счастье, каждую минуту мы будем рядом с сыном. Пока Дилан и Бэрон находятся в ванной, к ним приходит Миран. Когда Миран говорит отцу, что ему интересно бриться, Бэрон притворяется, что наносит ему на лицо крем для бритья, а Дилан и Миран наносят крем для бритья на его лицо, и они очень приятно проводят время вместе. У всех на лице крем для бритья. Все они страстно целуют друг друга. Берфин и Тарик ждут у двери Хаджер, Ханем и Джейду. Тарик говорит, что мне тоже интересно, у меня важные новости, он сказал: подожди, но его голос был странным. Приходит Джейда и говорит, что это то, что очень часто можно увидеть после лечения, это похоже на чудо, и госпожа Хаджер говорит: слава Богу, сын мой. Когда Джейда говорит: я беременна и у нас будет ребенок, Тарик удивляется и очень радуется. Он берет Джейду на руки и оборачивается. Затем он кричит: я становлюсь отцом. Я становлюсь отцом. Он снова берет ее на руки и разворачивает, Хаджер, Ханем и Берфин радостно наблюдают за ними. Когда Тарик поворачивается и обнимает Берфина, Джейда ревнует и касается плеча Тарика. Пока Тарик снова обнимает Джейду, госпожа Хаджер приходит к Берфину и говорит: ты видишь счастье своего брата, да, но тебя это волнует. Иди к Акифу, расскажи ему все, снова разрушь нашу жизнь. Пока Тарик обнимает свою мать, Джейда держит Берин за руку и улыбается. Пока Берфин переписывается с Акифом на кухне, приходит госпожа Хасер и спрашивает, переписывается ли она с ним, Берфин отвечает «да». Когда госпожа Хаджер говорит: вы не жалеете себя, вы не жалеете меня, вы не жалеете и себя, вам жаль своего будущего племянника, вы знаете, что испытали безотцовщина, ты собираешься заставить своего племянника испытать то же самое. Берфин начинает плакать. Господин Хулуси звонит Дилану, который не может найти дорогу, и спрашивает, как туда добраться.
В этот момент Акиф звонит Барану и говорит: «Я разговаривал с тюремными друзьями Агуза, ничего подозрительного нет». Когда Дилан просит тебя остаться еще немного, Бэрон говорит, что я не причиню тебе вреда, но мне пора идти, я доверяю твоим решениям. Пока Акиф рассказывает мужчинам в особняке, где следует установить камеры и усилить меры безопасности, он видит Берфин и идет к ней. На вопрос, как все прошло, и желая поговорить, Берфин сказал Акифу: «Ни о чем говорить, я не хочу больше встречаться, это не наше». Акиф очень расстраивается и удивляется. Когда приезжает господин Хулуси, Баран шокирован, думая, что он не такой уж молодой человек, и очень завидует, когда Дилан заботится о нем. Баран и господин Хулуси обмениваются суровыми взглядами. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.